Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу погадать с вами на судьбу, на перемены по судьбе. Ну, как обычно, посмотрим, что было, что есть, что будет, что уходит и чем сердце успокоится. Да, вот в таком формате. Будет 3 расклада. Каждый расклад будет выполнен на своем инструменте, и соответственно тайм-коды на расклады вы найдете в описании. Первый инструмент Алехандро, знаки судьбы или знаки судьбы Алехандро, это руны. Вторая колода карт Таро, это Таро, золотого путешествия или золотого пути. Ну и третья карта, колода, точнее, Таро Ленорман. Выбирайте. Итак, начнем с первого инструмента. Видите, сразу выпала на стол какая-то руна. Давайте посмотрим. Перевернутый крест. Что-то в вашей судьбе меняется. Давайте посмотрим, что будет меняться, да? Ну, идут глобальные перемены, что-то против судьбы будет происходить, да, или вопреки судьбе. Давайте посмотрим, что было в вашей судьбе. Ну, смотрите, была цель и было желание достичь цели, да, пока что, то есть было. И эта цель, она, знаете, была новая. Это была новая цель, или начать с чистого листа, или попытка что-то очистить, да, как минимум в своей жизни, изменить. И эта цель, вот в этой цели вы были ведомы духом. Поэтому у вас была какая-то чистая цель, чистая мечта, возможно, ну и, возможно, какое-то чистое намерение. Вот даже чистое намерение, видите, родилось из потока. То есть у вас было чистое намерение. Что сейчас происходит в вашей жизни, помимо того, что против воли или против судьбы что-то делается, да? Давайте посмотрим. Но смотрите, вы идете ведомы скрытыми светлыми силами. То есть дух и чистое намерение ведет вас к какой-то реализации, вопреки всему. Крест перевернутый, вам тяжело на самом деле. Третья руна, еще одна руна, точнее, да, это мужчина. И вы ведомы мужской магией или мужской энергетикой или мужским намерением. То есть ваши планы, вот эта руна вообще мужской энергии, мужского мага, да, то есть ваш анимус вас ведет. Или воздействуя на ваш анимус позитивные. То есть ваши планы и намерения по самореализации ведут вас, исходя из чистых побуждений, правильных, светлых. Смотрите, единственное, что возможно, из плохого, да, на здесь и сейчас, вы идеализируете что-то и пытаетесь достичь цели любой ценой. Здесь звезда, получается, завышенная или самооценка, или сама суть цели. Или вы ставите перед собой какую-то планку нереально высокую или нереально идеальную, да, вот из плохого, да, то есть руны классные, и тут вот есть такая, знаете, как в любой бочке меда есть небольшая ложечка дегтя. Так вот, ложечкой дегтя на здесь и сейчас это желание достичь цели вопреки всему. Даже иногда, может быть, вам высшие силы говорят: присядь, отдохни, да, отдались от этой цели. А вы все равно нет, вот я добью. Ну, возможно, это вам и нужно здесь. Давайте посмотрим, куда вы идете, к чему вы идете в конечном итоге, да. Ну, первая руна Уран перевернутый, то есть вы не сможете сделать какой-то резкий прорыв, я вам сразу говорю, потому что, возможно, вы завышаете планку. Ничего революционного не получится. Второе, Луна.
Смотрите, вы где-то вы все-таки заблуждаетесь, потому что все-таки звезда здесь перевернутая. Но вот была бы руна вот так, я бы сказал, ну, получится прорыв. Тут вы, знаете, идете, вам нужен какой-то нестандартный, очень нестандартный ход. То есть по итогу у вас может получиться, если вы поведете себя непредсказуемо, нестандартно, или так, как вы еще не делали, или никогда не делали, или никогда бы не сделали, да. То есть нужно выйти за пределы. Перевернутый Уран и Луна убывающая не очень хороший знак. Как минимум вы будете нести какие-то непредсказуемые последствия, или будете будете терять, и при этом вы не готовы терять. Вы не готовы терять. Вот в чем проблема, да, вот этой звезды перевернутой, да, внизу звезда маленькая, сверху большая. То есть у вас настолько высокие ставки, что вы не можете проиграть. А риски проиграть у вас высокие. Мало того, вы чувствуете, что это вот как бы вы ведомы какими-то высшими силами, проведением духа и так далее. И высшие силы действительно вас ведут. И вы как бы получаете знаки, но превозносите конечную цель. Это, знаете, как деньги ради денег, цель ради цели. Во что бы это ни стало. Давайте еще одну руну посмотрим и как бы попробую какое-то резюме здесь сделать, что было, что есть, что будет. Вообще вы на пороге внезапного непредсказуемого форс-мажора. Что Уран перевернутый, революция не происходит, переворот не происходит, Луна уходящая, стагнация. А запрос у вас высокий, амбиции высокие. Высшие силы, как бы из-за вас много, возможно, болеет людей, там, вау, там, да, подталкивают вас вперед. Чек Юпитер. Очень классная руна, наконец, выпадает. Вы знаете, стоит ли здесь рисковать? Да. Вас ждет в конце риск. Вы знаете, это как будто бы перебежать дорогу с закрытыми глазами, там вот такое, да, или там поставить все на красное, все на черное. То есть вы в конце концов рискнете для того, чтобы сорвать джекпот. Есть ли шанс сорвать джекпот? Да, есть. Ну, Юпитер. Если риски проиграть, да, но вы рискнете. Вы рискнете, скорее всего. Почему? Потому что крест перевернутый. Знаете, здесь вот как бы полное безбожие, была, не была, и не бы то, как бы Сатан, да, сатана лукавый будет вас туда подталкивать, хотя это чистое намерение. Здесь цель, чистота и дух, да, цель, чистота, дух. Поэтому здесь как будто бы, знаете, вы поспорите с дьяволом, и имеете шанс выиграть. Вот почему-то у меня такое рождение и такой поток. Давайте посмотрим, что навсегда уходит из вашей жизни. Ну, смотрите, шанс вы как бы, если вы это не реализуете, то другого шанса не будет. Это рождение ребенка, поэтому вы уходит, да, то есть вы почему вы что бы то ни стало это должны сделать, потому что это, скорее всего, ваш последний шанс. Это рождение ребенка. И шансы родить ребенка у вас все меньше, меньше, меньше. Да? А родить ребенка это не обязательно заплодотворить или кого-то родить. Это еще родить себя, да, то есть реализовать себя. Также у вас уходит стабильность, поэтому, возможно, вы и торопитесь. И стабильность в отношениях с партнером, у которого у вас есть дети, она уходит на задний план. То есть вам будет все тяжелее и тяжелее с партнером договариваться с ребенком. Вы будете сами взрослеть, но и отношения с близкими вам людьми или с родными вам людьми будут нестабильными. Ну и стабильности в браке у вас не будет, это союз. Поэтому вы упускаете шансы и уходит шанс из вашей жизни, это то, что навсегда уходит. Ну, достичь какой-то гармонии
вот при этом прорыве гармонии в отношениях не будет. В конечном итоге вы пойдете против принципов каких-то, против воли, против судьбы. И если вас сейчас поддерживают, то в конце, когда вы будете ставить все ставки на стол, на кон, вряд ли кто-то поддержит вас. То есть за вас будет не так много близких вам людей. Окей? Ну и чем успокоится ваше сердце все-таки, да, в конечном итоге при этой вот ситуации. Ну, во-первых, это Земля, это средний мир, это стабильность. Возможно, у вас будут деньги и здоровье, это раз. Второе, прекратится война, но ваша воинственность, она упадет. То есть вот сейчас вы идете, ну, такой мискулиновостью, то есть вы такой воин, прямо вояка, да. А в конечном итоге вы поймете или перестанете воевать, или поймете, что это не ваша война, или поймете, что войной или борьбой или конфликтом здесь дело не решишь. Ну, как минимум, вы перестанете бороться за деньги, за землю, за бизнес, за то, к чему вот вы в прорыв идете, да. То есть сердце, вы будете остывать как минимум. То есть, смотрите, градус накала, центральная руна вообще огонь. Огонь, огонь, огонь. Ну, туз жезлов или мужчина, да. Или маг. Это руна мага вообще. Ну и смотрите, вот эта руна в очень хорошем положении. Как минимум, вот так, это комета, да, на вас летит. Это вы входите в темную полосу. А вот так вы выходите из темной полосы, и вы выходите на новые линии жизни, где присутствует стабильность, где присутствует, точнее отсутствует необходимость воевать, бороться вам за, ну, за то, что вы боретесь, ну, вот, за вот это вот, да, вот та цель, к которой вы идете и на которую вы ставите все. И как минимум вы как бы, здесь вот тут не важно, вот здесь проиграете, вы выиграете, да, в конечном итоге. Главное, что вы перестанете бороться и воевать, и перестанете жечь себя. То есть вы перестанете прогорать, начнете остывать и войдете в эру. Ну, знаете, вот есть как эра Кали-юга, да, когда там все плохо, а вы выходите в эру для себя или в период линии жизни благоденствия. Поэтому стабильность, отсутствие необходимости выживать и добиваться, и просто вот, знаете, такая полоса удачи, полоса благополучия. То есть вы входите в благополучие вне зависимости от того, какой результат у вас будет. Достигнете вы цели Юпитера или не достигнете, вы все равно не проиграете. Вот в чем парадокс. А что худшее у вас будет, вы можете разрушить семью, связь с детьми, упустить возможность создать семью, наладить отношения с семьей, ну как минимум с той, что у вас когда-то была, да. Но достигнете какой-то своей стабильности и выйдете на новые линии жизни более, ну, более позитивном ключе. Вот такое вот у нас сегодня домино. Ну и против, да, против воли, да, вы идете. Расклад номер 2, друзья. Попрошу вас подписаться на канал, нажать лайк, дизлайк и написать комментарий. Давайте посмотрим, что было в вашей жизни, от чего вы идете, что в прошлом, да, что уже было. Первая карта, ну как бы вас обманули очень хитро, что-то украли, может были крадники, а вот что с чем, ну у вас такая тяжелая судьба, вас постоянно обманывают. Кто обманывает, давайте разбираться. Вас обманывает тот, кто любит, и обманывает тот, кто с вами в деловых связях. Это у вас было. То есть вас обманули относительно недавно или глобально. Близкий человек на работе, коллега или бизнес-партнер. Но это ваша судьба такая, у вас 10 жезлов, да? Что сейчас происходит? Ну, как минимум, у вас... Знаете, вы пытаетесь смириться с этим, простить что-то,
Да, вот такое почему-то у меня идет. Пытаетесь договориться со своей душой и разумом, пытаетесь убедить себя, что это не так больно, что это не такая высокая большая потеря, что это не так тяжело. То есть вы пытаетесь как бы понять, что происходит, и угомонить эмоцию. Возможно, вы сейчас влюблены в какого-то мужчину, взрослого, такого мудрого уже, или в какую-то очень красивую женщину. Здесь королева кубков, посмотрите, какая красота. То есть сейчас происходит попытка договориться разума с душой, и при этом еще и какие-то чувства возникают у вас. Ну и сейчас вы где-то пытаетесь держать дистанцию и в разрыве между мужчиной и женщиной, и пытаетесь осознать, что произошло, за что вам это предательство или это испытание в отношениях. Вот такое вот, да, почему-то так. Куда вы идете или к чему вы идете? Давайте смотреть. Вы идете вообще к любви в отношениях, как минимум к любви. Что это будет за любовь? И это будет любовь колеса фортуны. Вы идете в судьбоносные отношения. На пороге у вас они, судьбоносные отношения. И что это за судьбоносные отношения, в котором могут быть 5 мечей? А 5 мечей — это предательство и проигрыш. Поэтому как минимум вы идете или в осознание, или отпускание предательства, или рискуете по судьбе повторить ошибки прошлого предательства. 7 мечей — это измена, предательство, кража, крадник, а 5 мечей опять проигрыш. То есть по сути вы где-то, возможно, сейчас закрылись в отшельничестве, отшельник, чтобы или понять свою душу, или понять свой разум, или понять разумом душу, или душой разум, почему вы по судьбе в отношениях вылетаете в измену или 5 мечей в предательство. Может быть, это родовая программа у вас такая, да, может быть, кармический какой-то узел, но 12, да, влюбленные и 10 это 12, как повешенный, и здесь 5 мечей это 17, получается как звезда. То есть женщина как бы есть заложница каких-то либо предательств, либо измен, либо одиночество, отшельник. Отшельник. То есть почему это предательское одиночество вас долбит? Вот о предательском одиночестве тоже может быть. А давайте посмотрим, а что уходит навсегда из вашей жизни? Ну, навсегда уходит покой. Это раз. Навсегда уходит король мечей. Король мечей — это защита. Какой-то мужчина может уйти, который вас защищает. И навсегда уходит роскошь. Поэтому, как минимум, вам придется больше беспокоиться, активнее защищаться и зарабатывать, условно говоря, элементы роскоши вам будет тяжелее, да, вот как ни дивно. Чем все-таки сердце успокоится, да? 10 пентаклей. В долгосрочной перспективе сердце успокоится у вас. А сердце успокоится волнением. Слушайте, сердце успокоится волнением, да, такой парадокс, но тем не менее, а для чего вам это волнение? В долгосрочной перспективе стоит волноваться о чем? Как минимум в долгосрочной перспективе вам придется волноваться работой, и сердце успокоится только работой. Поэтому где-то работа и личное дело, свой бизнес спасет вас или от одиночества, или от предательства, или от предательских узлов вашей кармы, где вас преследует обман, ложь и измена, возможно, даже так. Ну вот такой вот получился интересный расклад на Золотом Таро. А если вы хотите обзор на эту колоду в ближайшее время, пишите мне, я проведу вам обзорчик на нее. Ну, давайте посмотрим. Последний расклад. Расклад номер 3. Таро Ленорман. Что было, что есть, что будет, что уходит, и чем успокоится ваше сердце. Итак, что было? Что-то
судьбоносное уже произошло. Давайте смотреть, что именно. Какая-то судьбоносная сила ворвалась в вашу жизнь, и вы изменились. Как минимум, лично вы изменились. Но какая-то сила, которая влияет на ваших детей, была. То есть что-то судьбоносное произошло с вашим ребенком, с вашей семьей, с вашим здоровьем, как минимум. Это было уже, да, то есть главные моменты вокруг ребенка, здоровья и вашего взросления уже прошли. То есть вы уже как минимум взрослый человек, осознанный человек. Ребенок у вас может быть даже уже взрослый. Вот. Ну и что-то тут, медведь — это и взрослость, и сила, и здоровье одновременно, да, то есть что-то судьбоносное, связанное с вашими детьми, уже позади. Что сейчас актуально на здесь и сейчас? 3 карты. Смотрите, ну, во-первых, валет, коса, господи, опасность какая-то есть. И опасность возле ребенка есть, или возле вашего ребенка, да, в вашей детскости. Женщина, угроза для женщины, и угроза может исходить от женщины, будьте аккуратны, это актуально на здесь и сейчас. И есть ключ, очень скоро решится какая-то ситуация, которая связана с женщиной, угрозой для ребенка. И как минимум женщина откроет для себя что-то. Давайте посмотрим, что открываться будет. А открываться будет информация. Информация это касается, ну, как минимум корабля, это отношений, переезда. Возможно, женщине придется спасать ребенка и себя. Вот. Эта информация может также касаться отношений с мужчиной. И какая-то информация идет, очень много информации. Всадник обычно это мужчина, но всадник это весть, которая идет, и корабль, ну, больше про отношения. Поэтому впереди вас ждет открытая информация, получение информации или доступ к информации, которая связана как минимум с ребенком и с отношениями. Ну вот пока что так. Что навсегда уходит из вашей жизни? Скорее всего, отношения отойдут на второй план, и букет уходит, а букет это всегда счастье. Но тем не менее, это королева пиковая, поэтому возможно опасность, которая связана с дамой пик. Если у вас есть и вы себя не относите к даме пик, но тут пиковая, да, пиковая не королева, а вообще женщина, да, туз пиковый, а женщина. Поэтому смотрите, отношение женщины пиковой к вам, если вы не пиковая женщина, будет уходить, ослабевать. Поэтому если ваша соперница или злодейка или ваша вражина женщина пиковая дама, то она будет отпадать от вас, да, уходить в сторону. Далее, дерево. Какие-то связи у вас уходят. Связи с дамой пиковой, как минимум отношения с дамой пиковой, и здоровые отношения с дамой пиковой уходят в прошлое. Ну и как минимум, смотрите, у королевы пиковой, дамы бубновой, дерева, здоровья не будет. То есть как минимум, ну, отойдут здоровые отношения между дамой пиковой и дамой бубновой. И вот тут уже сами разбирайтесь, к какой даме вы себя относите. Поэтому как минимум уходит мир и благополучие, здоровые отношения между двумя королевами. Поэтому смотрите, если вы женщина, вы рискуете поссориться. Причем вы можете поссориться не только со своей подругой или близким человеком, но со своей родственницей, сестрой или мамой, или там свекровью, или с тещей в том числе. Вот, потому что вы можете получить какую-то информацию в отношении вашего мужчины, да, и эта информация повлияет как минимум на вашу дружбу, или ваша дружба отойдет на второй план из-за этой информации. То есть кто-то что-то скажет, и вам придется рассориться, да, вот как минимум. Ну вот так. Ну и все-таки давайте посмотрим здесь. Чем сердце успокоится? Звезда. Значит, смотрите,
Если вы отдалитесь от кого-то, вам будет лучше. Поэтому, скорее всего, будет ссора и разъединение, но это вам пойдет на плюс. То есть вам от этого будет лучше. Дальше. Сердце успокоится потерями, выпадают крысы. Поэтому, как минимум, отношения лучше не станут. Но отдаление и осознание того, что вы, возможно, ну хотя бы предприняли какие-то движения и спасли хоть что-то, а спасти тут угрозы есть. Вам придется как минимум защищать либо свои интересы, либо свою судьбу, либо здоровье своих детей. И третье, что сердце ваше успокоит, это башня. Ну, как минимум по башне. Башня это всегда ближе к какой-то новой цели или защите, да, то есть вам придется перед собой ставить новые ориентиры, у вас поменяется взгляд на мир, вы переосознаете благодаря своим потерям, да, ваше сердце, как ни дивно, успокоит потери, то есть вам придется, чтобы что-то изменить, чтобы сделать выбор в своей жизни, да, вот после этой ссоры, после этого разрыва, после этой информации, вам придется что-то оставить и что-то потерять, и у вас появится новый ориентир. Поэтому имейте в виду, здесь может большой быть риск ссоры между подругами из-за мужчины, между родственниками из-за мужчины, и даже разрыв отношений и отдаление от мужчины из-за информации, которая ходит в вашем поле. И сердце успокоится только отдалением, дистанцией, осознанием потерь и где-то какой-то даже изоляцией, да, вот какой-то защитой от мира, где у вас никто не будет, о вас никто не будет знать, и вас никто не будет доставать. Какой совет, что делать в этом случае? Ну, здесь лилии, как минимум, вам нужна защита, покровительство высших сил и покровительство сильного мужчины, который имеет в своем распоряжении острый ум и надежное оружие. Искренне желаю мира вам, вашим мирам. Благодарю за ваше внимание, за ваши лайки, дизлайки, подписки. И на связи. Пока-пока.